В начале XIX века первые исследователи появились в Антарктиде, и с того времени этот континент остается самым загадочным на всей планете. Люди всегда хотели узнать больше о континенте, который находится на краю мира. Уже больше 2 веков есть вопросы, которые находятся без ответа. Могут ли живые существа существовать с таким экстремальным климатом? Начиная со второй половины XX века ученые начали более плотно изучать тайны Антарктиды, и они уже сделали множество важных открытий. Антарктиду называют самым загадочным местом в мире не только мистики, но и ученые. Даже ходят слухи о секретной базе Третьего Рейха. Также есть странные истории о пропавших экспедициях и даже легенды об инопланетянах. Но что же на самом деле скрывает этот толстый слой льда? Мы поговорим сегодня о находках, которые нашли ученые под толстым слоем льда, и это очень удивительно. Столетние виски. Одной из удивительных находок исследователей стали несколько ящиков шотландского виски столетней выдержки, которая пролежала подо льдом ровно 100 лет. Обнаружив такой ценный груз, исследователи не стали его сразу доставать, боясь повредить находку. Они 3 года ждали, пока к месту бурения доставят нужный инструмент. Год назад ледник просверлили на нужную глубину и аккуратно извлекли ящики. Руководитель бурильщиков, нашедших виски, на вопросы журналистов, хотите ли вы попробовать этот напиток, ответил, что гораздо важнее исследовать находку, чем обладать ей. Даже если это самый лучший виски на земле, я все равно не буду его пить, пусть для меня он останется тайной. Кровавый водопад. Поток кроваво-красной жидкости бьет из ледника Тейлора. На самом деле никакой крови тут, конечно, нет, а необычный цвет воды обеспечивает высокое содержание меди. Соленая вода, богатая железом, периодически выходит из небольшой трещины ледника. Источником воды является озеро за несколько километров от водопада, полностью покрытое льдом толщиной 400 метров. Это озеро появилось после отступления морской воды, покрывшей сухие долины, и наступления льда 1,5 миллиона лет назад. Уровень мирового океана 5 миллионов лет назад был намного выше, чем сейчас. Соленость воды в озере превышает соленость воды в мировом океане в 4 раза, поэтому вода в озере не замерзает даже при минус 10 градусах по Цельсию. Удлиненные черепа. При раскопках в регионе Лопаил на Антарктиде археологи обнаружили 3 удлиненных черепа. Открытие взбудоражило весь научный мир. Необычная форма останков – это еще цветочки, ведь ученые считали, что человек никогда не был на Антарктиде прежде. Археолог, который обнаружил черепа, сказал: «Мы не просто нашли человеческие останки на Антарктиде, мы обнаружили удлиненные черепа. Я должен ущипнуть себя каждый раз, когда я просыпаюсь, я просто не могу в это поверить». Это заставит нас изменить наш взгляд на историю человечества в целом. Как известно, удлиненные черепа были найдены ранее в Перу и Египте, а это говорит о том, что древние цивилизации вступали в контакт задолго до того, что нам рассказывают книги по истории. Это доказывает, что контакт существовал тысячи лет назад между цивилизациями Африки, Антарктиды и Южной Америки. Останки динозавров. В конце 20 века ученые с удивлением обнаружили в Антарктиде останки рептилий, которые когда-то правили планетой. Благодаря этой находке установили, что динозавры жили на южном континенте. Археологи предполагают, что древние создания населяли этот континент примерно 200 миллионов лет назад. Ученые также предполагают, что живые существа могли выжить там, потому что температура на планете в то время была на 50 градусов выше, а также потому, что антарктическая земля находилась в другом месте, примерно на юго-западе современного Тихого океана. Озеро под ледником. Исследователи прорубили отверстие глубиной 730 метров на леднике Росса и отправили туда вниз роботизированный зонд, чтобы исследовать область, в которой никогда нет солнечного света. Они ожидали, что там в воде не будет жизни, за исключением, возможно, нескольких микробов с медлительными темпами метаболизма. Вместо этого они сделали поразительное открытие. Под толстым слоем льда жили крошечные рыбы, морские звезды, губки, анемоны и другие животные.
Поразительно, но толстый слой льда, где никогда не бывало света, скрывал настоящий заповедник. Таинственный древний метеорит. В 2015 году ученые из НАСА и Стэнфордского университета обнаружили в Антарктиде метеорит размером с картошку, упавший еще 13 тысяч лет назад. Оказалось, что прилетел он с Марса, а внутри метеорита сохранились образцы микробов Красной планеты. Сегодня на этом у нас все. Если эта информация была вам хоть чуть-чуть интересна, я очень рада. Всем пока!